Помните тот момент, когда Барт мог выкинуть 20-ку и соблазнить дракона? Ну или что-то подобное. И вы потом смеялись до слез 10 минут. А теперь представьте, что вы могли бы пересмотреть или переслушать этот момент прямо сейчас. Итак, 6 причин, почему вообще нужна запись. И начнем мы с самой простой. Это динамика вашего персонажа, точнее его развитие с самой первой игры и до текущего момента. Как меняется образ персонажа. Например, если он там первую сессию еще не особо вгружен в то, что происходит, он спокоен, он человый, а там через 3 сессии, например, он уже бежит, орет, все кошмар, жопа горит, и, в общем, можно отследить, насколько это на него влияет, и, может быть, понять, хочется ли тебе оставить, чтобы это было настолько же там ярко и эмоционально, экспрессивно, либо наоборот как-то поубавить это все, потому что как человек ты смотришь на это со стороны и думаешь, ну нет, наверное, этот персонаж слишком близко принимает к сердцу, и тут уже мне как игроку, например, выбирать, хочу ли я это дальше продолжать вот в таком вот объеме или нет. Вторая причина. Анализ поведения с самого начала, когда я только училась. Я войсом начала играть очень поздно по сравнению с тем, как начала вообще водить, потому что играю я где-то года с 2003-го, но я по большей части текстовик. И когда я влетела в войсы, мне даже до сих пор, мне войсы очень дискомфортные, мне в них сложно, мне в них страшно, я очень стесняш, и мне нужно было посмотреть, как это смотрится. Мне нужно было услышать, как, когда я уже остываю, выхожу из образа, как это со стороны выглядит. И это очень хороший способ послушать себя, особенно если ты собираешься водить, и понять, где какие-то есть косяки, опять же, только с твоей точки зрения, да, что ты считаешь, сама бы хотела поменять или добавить, или, может быть, вообще, не знаю, убрать. Да, то есть даже перечитывая свои текстовые старые игры, я смотрю на то, что было отыграно, и думаю, а чё ты так нервничаешь? Вот, а чё ты вот так себя ведешь? А надо было совершенно по-другому. И я знаю, что в некоторых ситуациях на это влияет, например, то, что я была сонная, игра была, допустим, рано утром по моему времени. Это тоже как-то сильно влияло на то, как мой персонаж себя вел. И послушав, видно насколько. Знаешь, как пьяному человеку показать, типа, когда он говорит, да я не пьяный. Вот, примерно так я на это смотрю и слушаю. Либо еще вот был вариант, когда перенос идет эмоций от персонажа к игроку. И как-то тоже иногда хочется себя отстопорнуть. Почему ты играешь вот так, а не вот так? Где-то, может быть, когда в следующий раз ситуация подобная повторится, можно это вспомнить, если получится, и уже как-то больше с контролем подойти к подобным эмоциям. Для примера, был довольно эмоциональный момент, когда с любовным интересом моего персонажа выясняла отношения вот в последней сессии буквально уже сезона. И я понимаю, что я настолько сильно была вжита в персонажа, что я ничего толком не могла сказать, и мой отыгрыш со стороны казался, как будто она прям холодная стерва. Вот серьезно, я недавно переслушивала, это было больно слушать, но я понимала, что просто в тот момент я была настолько зажата этими всеми ощущениями, что я не могла бы отыграть то, что хотелось бы. Я просто вот няш-тесняш, забитый в угол. Тоже такие моменты, с которыми хочется поработать. Третья причина. Это для того, чтобы какие-то события и сюжеты повспоминать. Когда я водила большую хронику по Майами, у нас там было больше 100 сессий, и в какой-то момент я поняла, что я ни хрена не помню. Поэтому я переслушивала практически все эти сессии. Это был такой лютый марафон на скорости там X2, X3. И мне нужно было каждую сессию сделать пометочки. Пометочки. Даже сейчас надо было тоже сделать пометочки. Я записывала суть происходящего. Конкретно имена, какие-то артефакты важные, какие-то важные договоренности и самые основные события. Буквально в паре предложений по каждой сессии. Четвертая причина. Творческие навыки. И где-то что-то забывается. Вот я пользовалась какими-то одними приемами 2 года назад. А сейчас я уже об этом совершенно забыла. И когда я переслушаю, думаю, о, было прикольно. И как-то вот хорошо, что оно вспоминается.
и я вот смогу что-то такое использовать в следующий раз в своей игре. Ну, например, кому-то что-то показать. Хорошее, плохое, то есть понятно, что когда я играю с игроками, все в курсе, что эта запись может попасть кому-то на глаза, на уши, и в итоге, то есть продемонстрировать, допустим, какую-то ситуацию. Это, конечно, случается очень редко, и проще о ней рассказать, чем это все слушать. Но в целом, например, по жанру, если получилось сделать крутой детектив или крутую сцену погони, это тоже можно давать игрочкам и будущим мастерам, чтобы они послушали, как это считается, например, у меня классно, и они подумали, а считается ли то же самое классно у меня, и, может быть, что-то повторить из приемов, которые там были. 5-я причина. Можно как мастеру, например, в записи еще посмотреть, насколько сплочены или как взаимодействуют персонажи игроков друг с другом. Как можно, например, снизить конфликтность пачки или наоборот, там, пошатать их устои, скажем так, посмотреть, что они с этим будут делать. Посмотреть, что игрок делает каждый раз по какой-то своей накатанной дорожке, и где-то, может быть, в следующий раз его с этой дорожки столкнуть. Тоже очень неплохой способ поработать над развитием своих навыков. 6-я причина. Записи нужны для контроля за ресурсами, характеристиками персонажей. Если какие-то, не дай бог, несоблюдения правил, я такие разборки не люблю, но тоже можно использовать, потому что если было сказано или написано и потом потеряно, то уже никто ничего не докажет. И последнее, но немаловажное, это, конечно, ностальгия, когда хочется вспомнить, как же это было круто поиграть и переслушать те самые моменты, где вы реально были крутыми. Почему бы не поднять себе настроение? Если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если было не полезно, пишите свои гневные комментарии. Да и в целом расскажите, какой у вас опыт в записи игр, делаете ли вы для своих игр запись и зачем. До встречи в следующих видео.